Привет, YouTube! Это канал Way to USA, где я рассказываю о жизни в Америке. Сегодня в выпуске вы узнаете, что заработать $1000 на продаже русских пельмешек в центре Нью-Йорка вполне себе такая реальность. Как заработать от $1 до $3000 на продаже овощей и фруктов на улице, тоже узнаете сегодня. А также обзор продовольственных продуктовых магазинов в центре Манхэттена. И самое главное, что я оставила на закусочку, это интервью с владельцем крупной сети русских магазинов, который расскажет о том, как из обычного продуктового прилавка сделать огромную сеть магазинов. Итак, поехали! В любом магазине, естественно, огромный выбор питьевой воды. Но какую воду лучше пить, из-под крана или из бутылок, давайте разберемся сейчас с вами вместе, потому что это действительно очень интересный вопрос. В 2007 году компания Aquafina и компания Nestle признались, что они разливают обычную воду из-под крана в свои бутылки и продают. Эта вода стоит $1.99. Неплохо зарабатывают ребята. Почему вода из-под крана зачастую лучше, чем в бутылке? Она проходит тщательную инспекцию на наличие опасных бактерий в Environmental Protection Agency, агентство по охране окружающей среды США. Инспекция проходит, на секундочку, несколько раз в день, и результаты выкладываются в общий доступ. То есть мы с вами можем в любой момент времени посмотреть, какую по качеству воду мы пьем. В то время как вода в бутылках регулируется другим органом – Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И инспекция проводится не чаще, чем раз в неделю, и результаты проверок недоступны для обычных потребителей. Выбор все-таки за вами – переплачивать за воду из-под крана в бутылке или пойти и налить самому и выпить охлажденненькую водичку. Кстати, в России я все время пила воду бутылочную, называется Evian. Вот здесь маленькая бутылочка 0,5 литра будет стоить $2.39. Что касается меня, вот как-то психологически очень тяжело себя настроить на то, что ты просто из-под крана должен пить воду, потому что она все равно имеет какой-то небольшой запах, она имеет цвет, не кристально белый, в отличие от воды в бутылках. Поэтому, я не знаю, на психологическом уровне, я думаю, что вода из бутылки как-то лучше и качественнее. Меня восхищают люди, кто построил свой собственный бизнес, кто написал книгу, которая изменила жизнь хотя бы одному человеку. Еще больше меня восхищают люди, кто создал бизнес в иммиграции, потому что, поверьте мне, это очень сложно. Здесь другие законы, другие ментальные установки, другой язык, в конце концов. Сейчас мы поговорим с человеком, который построил свой бизнес, начиная с маленького прилавка и заканчивая большой сетью продуктовых магазинов. Вообще это уже 30 лет назад было, когда мы приехали в Америку. Случайно мои родители приобрели маленький магазинчик в одном из районов Бруклина. Он был маленький, как, наверное, меньше, чем мой офис на сегодняшний день. И оттуда пошла эта история, началась 30 лет назад. И так она выросла в большую компанию. Да, я тогда маленький был, мне 16 лет было, когда мы приехали в Америку. Я учился на доктора и заодно колбасу нарезал. Свободная это работа, что говорить. Ну, самое интересное, когда вещи случаются органически, оно началось и как-то подхватил ветерок и начало расти. Заняло, конечно, много труда, усилий и вложений. Оно само по себе как-то росло и выросло. Да не может быть ничего. Само по себе взяла сеть магазинов. Не, на самом деле, мы работали, продали маленький магазинчик, потом пришла идея построить продуктовую базу и рядом с продуктовой базой открыть такой, как можно сказать, cash and carry place, где русскоговорящие иммигранты могли бы прийти и купить продукты оптово. Ну, такие есть компании в Америке, здесь ничего такого нового нет, они называются cash and carry. Нашли помещение небольшое,
Я в то время уже работал доктором и был как бы вкладчиком в этом деле. И открыли маленькое помещение. И люди пошли. И это было 20 лет назад. Потихонечку начали развиваться, открывали другие помещения, брали людей на работу. Сейчас выросли в компанию, где работает 1500 человек. И построили такую маленькую империю, можно сказать, с нуля. Да, ну, в принципе, любой бизнес в Америке так начинается. Это как бы истории того же самого и Амазона, где они в гараже начинали, и Apple, и так далее, и так далее. Сейчас мы находимся в сети магазинов Кристидис. Я вам по секрету скажу, нью-йоркцы ненавидят этот магазин, потому что здесь несоизмеримо высокие цены и плохое качество продуктов. Это как покупать продукты в магазине «Пятерочка», только платить за них цены азбуки вкуса. За что? Хоть и некоторые нью-йоркцы, но не некоторые, в большинстве случаев пропагандируют здоровое питание, такого количества огромного джанк-фуд я не видела нигде в других странах. Вот смотрите, это только чипсы. И тут мы разворачиваемся в другую полку. И здесь тоже чипсы. Надо мне убыстриться, потому что... Как можно так много жрать всякой фигни, а? А вот чтобы еще чипсы были повкуснее, их макают вот в соусы. Ну, потому что, ну, мало же жира и масла. Ну что, ребята, хотите идейку, как зарабатывать $1000 в день? По всему Манхэттену расставлены вот такие фруктово-овощные палатки. Через каждые 500 метров такие можно найти. Людей, туристов, самих нью-йоркеров, кто покупает овощи вот так на улице, потому что это удобно, быстро, тьма тьмущая. Поэтому бизнес прибыльный, люди зарабатывают по $1000 в день, это раз. А второй момент, это деньги, чистый кэш. Supermarket very expensive. More money. More money? Yes, no good. No good. This spot is the good. Yeah, this is much better. And I Yeah. mean, and here the quality is also better. Yeah. Bangladesh. Bangladesh. Asia, yeah. Oh, very nice. What else? You? I'm from Russia. 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 Great country. Great country. Very good country. Yeah, it's beautiful girls, right? Yeah. How much money usually, this business makes? Sometimes no good is the okay. It's more than 300 per day. Yeah, is the mood. More. Yeah. Okay. Is it more than 500 per day? Yeah. Is it more than 1,000? It's around 1,000. Yeah, sometimes. Okay. Okay, great. Mm-hmm. And it's cash, right? Only cash. Only cash. How much is going to be 3 bananas? $1. Thank you. What's your name? Julia, Julia. What's your name? Olga and Paulina. Polina. Polina very nice. Very beautiful. Russia, right? Yeah. Мы купили 2 авокадо, 3 авокадо и 3 банана, и заплатили за это всего лишь $6. Сколько бы вы заплатили в супермаркете? Кто же об этом знает? Oh wow, you see? Thank you so much. Oh, present. Everybody likes presents. Все любят такие подарки. Oh, thank you. $1? Okay. She told me that I have to give you one more. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you. Итак, если вам нравятся такие мини-идеи, как люди зарабатывают деньги в Нью-Йорке, ставьте жирный лайк за полезное видео, делитесь видео с друзьями, ну что, пусть тоже знают, как люди зарабатывают, а мы продолжаем дальше. Так как мы органически рослись, у нас не было такого, что вот давайте сложимся по $100 миллионов и построим сеть магазинов. Мы росли органически, из-за этого, когда деньги зарабатывали, 90% этих денег обратно вкладывали в бизнес. Из-за этого у нас не было никаких таких как бы банковских возможностей, мы могли взять суду на 50 миллионов и построить целую сеть. Когда мы работали, построили один магазин и чуть заработали, увидели свободное помещение, построили второй. И те доходы... Ой, не помню, если посчитал бы сейчас, наверное, на сегодняшний день это сложно даже нам самим понять, сколько. Потому что в то время работали по-другому, мало знали, не было таких адвокатов, не было тогда таких бухгалтеров, и работали как бы, заработали сегодня $1. Ага, значит, у нас есть $1, давайте возьмем 80 копеек с доллара и построим следующий бизнес, и следующий и так далее. На сегодняшний день у нас уже есть банки, которые нам дают суды, естественно.
А в то время работали как все работали, учились. Учились работать на своих ошибках. Люди, кто имеет там производство небольшое какого-то хорошего, допустим, нефтяного продукта в России, как им вот попасть в план? Мы ездим на выставки. Естественно, выставки проходят и в основном в Москве и в других республиках. Мы ездим на выставки, смотрим, какой новый товар есть, поступил на рынок. Ведем с ними переговоры, если нас это интересует, мы завозим. А в принципе, можно к нам даже обратиться по интернету, найти нас, написать письмо нашим байерам и сказать, у нас есть такой-то продукт, заинтересованы вы покупать наш продукт и привозить в Америку. В принципе, довольно-таки элементарно. Мы даже иногда подсказываем, если интересный продукт, мы даже подсказываем, помогаем, как можно этот продукт зарегистрировать в Америке, для того, чтобы его можно было легально продавать. Американцы консервативные сами по себе, они привыкли кушать практически одни и те же продукты. Для них попробовать новинку это чудеса какие-то. Из-за этого мы там в своих магазинах выставляем пробы, где они могут попробовать новый продукт, тогда их, если заинтересует, они уже покупают. Это два разных рынка, их нельзя сравнивать, в принципе. Меня зовут Ричард Берретт, я типичный американец. Родился в Техасе, на ферме, рос в Нью-Йорке. Оперный певец и дирижер. Мое питание примерно такое. Иногда я пропускаю завтрак, но 4-5 раз в неделю я завтракаю. Я всегда пью кофе и тост. На ланч я также особо много не ем. На ужин я кушаю протеин, например, мясо, курицу, рыбу обычно. Я любитель рыбы. У меня нет конкретного времени питания, возможно, это плохая идея. Мое любимое блюдо – рыба в имбирном соусе. На гарнир у меня обычно овощи, шпинат, иногда картофель и зеленый салат. По выходным я хожу на уличные фермерские рынки. Такие можно найти во всех частях Манхэттена. Особенно летом их количество увеличивается в разы. Наиболее известные это Chelsea Market, Union Square Market, Grand Bazaar и Flea and Farmers Market на 67-й стрит, где, кстати, сейчас мы с вами и находимся. Вот такие маленькие рыночки, да, здесь можно найти товары с ферм, садовнических, не знаю, хозяйств. Очень интересно, потому что иногда тут вот прям можно купить такие продукты, вот как у бабушки. Вот здесь, например, можно найти разные тыквы, которые, видимо, остались после Хэллоуина, еще не проданные. Кукурузка настоящая, вот такая. Мед. Что реально классно, тут всегда все свежее, без консервантов. Фермерские продукты, которые в отличие от магазинов имеют вкус и потрясающий запах. Есть государственные сайты, на которые можно выйти, почитать, что для этого надо, какие существуют законы и что надо регистрировать, какие нужны лайсенсы для того, чтобы открыть бизнес. В принципе, чудес нет. Надо просто иметь желание учиться, вот и все, наверное. Приехать в Америку, не зная языка, не зная законов, взять свои последние сбережения и открыть русский магазинчик, я думаю, что это не самый лучший подход к делу. Я думаю, лучше всего устроить сначала поработать хотя бы в магазине для того, чтобы понять и вырасти, даже имея капитал, вырасти в той же самой системе, подучиться, на кого-то подработать, понять систему, а потом уже есть смысл вкладывать, потому что деньги имеют свойственность быстро теряться. Я думаю, лучше всего его не открывать, лучше пойти у кого-то его купить, хоть тебя чему-то научит, хоть какие-то, хотя бы какие-то знания будут. Итак, вот сейчас мы пришли в такой, называется Underground Market, спасибо. И здесь можно найти любые кухни мира. Это маленькие такие закуточки, которые зачастую имеют маленькое место на кухне и несколько общественных столов, за которые ты можешь присесть, купить еду везде, где угодно. Здесь достаточно вкусно, можно покушать и очень недорого. Это мое любимое место. Сколько ты заплатила? Я заплатила вместе с водой, я заплатила $12. Глютен-фри хлеб, Авокадо. авокадо, Это барбекю ребрышки. Это да, вот. и томат. И еще black beans. Вот мы тут увидели русские пельмени. Здравствуйте. Чаще ли у вас покупают или реже, чем в других каких-то местах? Русские пельмешки очень пользуются
спросом, да. То есть особенно в Манхэттене, тут большая часть американцев, для них это как экзотика, им очень это нравится. Мы уже здесь 2 года, и все хорошо развивается. Да. Скажите, дорого ли аренда стоит? Я, к сожалению, не знаю. Нет, это же не мой бизнес, не знаю. Самый популярный с курицей и со свининой, и также очень популярные вегетарианские вареники с картошкой и грибами. А глютен-фри там? Пока у нас нет такого. И какая средняя цена за вот $10 маленькая порция. А сколько примерно вот у вас за день клиентов? Человек 100. Человек 100 проходит, да? Ага, отлично. Ладно, все, спасибо огромное. До свидания. Ну, я думаю, самая большая проблема в бизнесе – это поменять свою философию. Как ты относишься к бизнесу? Если человек относится к бизнесу правильно и честно, и соблюдает все законы, и хочет учиться правильно работать, это самое главное. Это, наверное, перебороть свой барьер, как ты раньше работал и как надо работать для того, чтобы вырасти в большую компанию. Естественно, вокруг себя иметь профессионалов, самому учиться, быть лучше и понимать тренды. Например, меняются тренды на сегодняшний день. Amazon собирается поставлять все продукты по интернету домой. Это надо понимать, эти тренды. Нельзя сидеть. Нельзя быть динозавром, а то вымрешь. Я думаю, одна из самых, наверное, больших проблем в бизнесе – это, естественно, люди. В вашем бизнесе? Я думаю, в любом бизнесе. Это не единственный мой бизнес. Я думаю, это работники. Вам сложно найти продавцов? Ну, на сегодняшний день безработица в Америке, по-моему, 3,5%. Из-за этого нету достаточно людей, которые бы хотели работать. Их просто нет. И я никогда не верю в плохих работников, я всегда верю в плохих руководителей. И магазин есть и в Филадельфии, и в Нью-Джерси, и в других штатах. Нет вокруг магазинов, где мы имеем магазины, вокруг люди смогут приобрести, а в ближайшем будущем, наверное, в течение полугода мы сможем доставлять по всей Америке. Может, не так быстро, но сможем поставлять продукты по всей Америке. Еще одна большая сеть магазинов называется CVS Pharmacy. Звучит как аптека. На самом деле магазин, где можно купить все или почти все. Здесь можно купить витамины, оливковое масло, косметику, памперсы, что-то для животных, батарейки, носки. Все. В принципе, халаты, знаете, что-то для кожи, то есть все, что можно вот придумать, что понадобится человеку, все здесь можно купить. Магазин работает 24 часа в сутки. Еще одна особенность, все американцы любят скидки. Все любят скидки, не только американцы, поэтому хитрые маркетологи выяснили, что человек гораздо охотнее покупает продукт, когда видит цену немножко ниже и тут же выгоду. Рука сама же тянется за этим товаром, складывает его в корзинку, потому что есть ощущение видимой выгоды в виде цены. Это очень плохо для кошелька и хорошо для магазина. Что мне нравится в этом магазине, так это электронные кассы. Это сразу же решает две проблемы. Первое. Электронных касс всегда больше, чем обслуживающего персонала, поэтому здесь никогда нет очередей. И второе. Есть такая категория товаров личной гигиены, я думаю, девочки меня поймут, которые удобнее сканировать самостоятельно. Если человек хочет открыть, например, свой магазин, русский, не русский, есть законы, которые доступно, можно зайти и почитать, какие существуют законы. Для того, если ты все в Америке, в принципе, никто не беспокоит. Если ты все делаешь по закону, здесь рейтерские захваты очень редкие, в принципе. А в основном из-за того, что, в принципе, такая индустрия, где мы платим минимальный уровень зарплаты, это обычно новоприбывшие, или те люди, которые плохо говорят по-английски, или которые не могут устроиться, или нет возможности идти учиться. Обычно это люди с минимальными на сегодняшний день качествами, и, может быть, даже с языковым барьером. Мы все равно решили их брать на работу, потому что когда люди приезжают в Америку и не говорят по-английски, в принципе, наверное, у них единственная возможность это устроиться у нас на сегодняшний день, потому что в американские компании их, наверное, просто не возьмут. Да. Вот меня лично не взяли, когда я приехал в Америку, я устраивался в один магазин, и меня не взяли из-за того, что я по-английски не говорил. Из-за этого для меня это принципиально, что мы берем всех, даже кто не говорит по-английски, для того, чтобы дать возможность на сегодняшний день вырасти в Америке хоть как-то. Совет, на самом деле, очень простой. Я считаю, для того, чтобы открыть бизнес, надо в этом бизнесе быть специалистом, надо все выучить при возможности, взять какие-то курсы, бизнес-курсы
понять, про что это, пойти действительно на самом деле выучиться. Открыть бизнес и не быть в этом бизнесе специалистом, я считаю, что это неправильно на сегодняшний день. Курсы предлагаются. Я сам недавно в Колумбийском университете брал курсы по бухгалтерии, потому что мне не хватило, как доктору, мне не хватило знаний бухгалтерии. Пошел, взял курсы бухгалтерии. А на самом деле существуют курсы менеджмента. Самое главное это быть готовым. Надо знать тему правильно, надо правильно выучиться, дать возможность себе быть специалистом, разобраться в самые маленькие детали делают самую большую разницу. А человек, когда знает, что он уже разобрался с деталями, он все знает про этот бизнес, тогда я думаю, что есть смысл уже тогда этим заниматься. Я думаю, самое главное это самообразование. Это залог успеха, наверное, в любом бизнесе. Ребята, спасибо, что вы досмотрели это видео почти до конца. Если у вас есть идеи и темы, на которые вы хотите услышать видео от меня, увидеть, пожалуйста, пишите их в комментариях, я обязательно сниму про это ролик. Это был канал Way to USA, и увидимся в следующем видео. Пока-пока!